Так, ну что, пацаны, короче, я вроде настроил картиночку, все вроде бы есть, все работает. Единственный косяк, что Так, ну что, пацаны, короче, я вроде не настроил могу никак, картиночку, все вроде бы есть. не могу никак, пацаны, короче, ну-ка настроить вывод звука, чтобы был нормально с ящика. Ну, короче, на пробу я решил пока так бахнуть. Надеюсь, хоть кто-то заскочит, посмотрит. Прям тут вообще у нас, короче, по классике. Прям игра перед телевизором, но вот, говорю, к сожалению, пока что никак отдельно от него не вывести звук, чтобы параллельно было моему голосу. Ну ничего, ребят, не беда на самом деле. Я думаю, вам все равно будет интересно смотреть. Тем более стримчанский сегодня чисто, короче, на пробу решил бахнуть. В PS1 поиграть. Вы можете посмотреть, как у меня сетапчик выглядит, ребят, тоже очень интересно. Так-то игра работает, картиночка нормально вводится. Смотрю, уже парочку человек залетело. Ну давайте, знаете, для разминочки поиграем в 4-й инфесик. Так, чисто полчасика покатаемся. Если вам потом понравится, ребят, то я запарюсь и думаю, смогу нормально звук вывести. Буду, так сказать, по олдскулу, короче, делать погромче ящик, чтобы вам что-то было слышно. Запарился, короче, настраивать реально вывод картинки, то что постоянно какие-то мерцания, подергивания. Вот, довольно-таки это трудно, ребят. Ну, хочется поиграть, покататься наконец-таки. Плюс еще на телеке очень долго настраивал картинку. Тоже непростая задача. Но сейчас вроде все работает. Вам, надеюсь, нормально видно. Сейчас набил, смотрю. Здорово, здорово, Геханик, здорово. Видишь, ну, говорю, сегодня для разнообразия настроил вывод с картинки нормально на телеке. Говорю, только вот звук никак не захватить. 4-й инфесик решил покататься. Думаю, вечерком что-то расслабиться. У меня тут уже мерин, короче, взят. Обновить тачку можно. Вроде как... это чисто прокачка у нас, да, ребят, есть. Движок, все остальное. Слушай, ты пиши, кстати, насчет того, как там, что картинку видно, не видно, что по звуку. Может быть, какие-то рекомендации будут. Говорю, все-таки первый раз решил бахнуть такой видосик. У меня тут, короче, пол квартиры заставлены проводами и фотоаппаратами. Но ничего, получается вроде вывести. Спасибо, дружище, спасибо. Надеюсь, что тебе ни одному понравится. Жалко, что вот игру, говорю, особо не слышно. Играем сегодня вот в PS1. Ну, правда, на PS2, но... Мне вообще прям по кайфу я сейчас сижу, прям, знаешь, так залипаю покататься в инфесик. Я как телевизор, короче, этот купил, вот я говорю, я все то, блядь, провода искал. Сейчас потише что сделал, то сам не слышу. То, блядь, провода, короче, искал. Сначала у меня были колокольчики, с ними, короче, у меня NTSC изображение черно-белое было. Сидел, короче, в интернете, ковырялся, думал, блин, как сделать, как решить. И нашел, короче, решение, купил RGB кабель. И с ним реально, короче, NTSC игры стали реально цветными, совершенно все нормально выглядит. И вообще по кайфу. Просто цветные игры, ребята, NTSC игры, точнее, они, короче, в 60 Гц выводятся. И экран не мерцает, по глазам не бьет, прям шикарно, короче, все стало. И вот я говорю, сейчас все настраивал, все игрульки пока раздобыл, короче. Плюс еще на телеке картинка вся кривая, косая была. Вот искал сервисный режим, как зайти, в нем все настраивал. Вот, наконец, сейчас вот реально первый раз прям сейчас с вами вот сижу и полноценно могу поиграть. А мне так хотелось 4-й FPS поиграть, еще помню. Картинка, кстати, я вам скажу, ну, вам видно, я думаю, самим. Прям, блять, прям душевная такая. Может, кто на стрим залетит. Никогда не играл в старый FPS, пишешь? Для меня Most Wanted 2005 начинается любимый. Слушай, ну, я вот, наверное, начал играть, помню, первый раз поиграл в 5-й Need for Speed. А потом, короче, у меня у кореша, соседа, у него на компе был 4-й инфесик, вот этот. И потом у него, короче, на PS1 он тоже был. Я помню, что мы играли. Мне очень нравилось, потому что здесь такие классные трассы, мне кажется, прям красивые. И хотел смотреть. Видишь, единственное, что периодически по телеку пробегает все равно черная полоса, но, в принципе, особо не мешает. Она редко выходит. У меня теперь все подвязано еще, кстати, под время работы аккумулятора в фотоаппарате, потому что картинка с фотика снимается. Но он полностью заряжал его. Должно быть нормально. Слушай, ну, мне 4-й инфесик по кайфу, чисто, знаешь, так. Просто сесть, покататься, расслабиться. Блять. Ну, кстати, физика у тачек такая, знаешь, тяжелая. Она прям, тачка тяжелая, и прям еле входит в поворот.
Ну, к классике прикоснуться можно, на самом деле. Третий НФС, вот я помню, пробовал. Он прям дубовый. Мне вообще ни в какую не пошло. Там прям тачками тяжело управлять. Сложность высокая. А вот четвертый уже чувствуется, что разрабы уже так это приспособились. И в плане графончика получше. Мы уже салон машины можем разглядеть. Как-то еще, блядь, камеру спереди можно включать. И причем поворотники вроде есть даже здесь. Ну хер с ним, не буду пока дергаться. И здесь уже нормально. А вот пятый НФС на первый PS, он вообще дерьмище. Я не знал, что есть такие НФС. Ну вот Геханик, видишь, не зря заскочил. Посмотришь хотя бы. Не знаю, говорю, вот я первый стрим делаю чисто на пробу. Если вам понравится, то я потом могу так и Сан Андрес постримить, ребят, и третью GTA-шечку. Здорово, Ярик. Так что очень интересно, ребят, ваше мнение пишите обязательно. Чем вот больше напишите, вот расскажете. Здорово. Так-то может никому не понравится. Я думаю, еще 1-2 точно проведу. Если вам пойдет, то я буду еще, проводить. Я уж Сан Андрес подготовил. Запускал, кстати, она вообще пиздец вся оранжевая, красивая прям. Единственное, говорю, что со звуком надо запариться. Я не знаю, как мне. На компе 2 входа под микрофон, но походу оно все как-то то одно, то другое. Топ, так-то очень топ. Спасибо, дружище, спасибо. Я говорю, звук бы с телека вывести, было бы супер. У него, видите, спереди, не знаю, вам видно или нет, у ящика, звук. Вывод для наушников есть, я оттуда могу захватывать. Вот, пока не разобрался, решил, думал, вечер покататься охота, Думаю, дай с пацанами закатнусь, а то... Так, блядь, тут, сука... Да не в столб! Аккуратно, давай здесь. Выезжаем. Здесь причем, еще, знаешь, есть трассы с дождем, ночью, еще и со снегом. Кстати, причем здесь, по-моему, нужно первым приехать, чтобы победить. А я третьим, пацаны, еду. Она реально хардкорная. Что за диски? Не все так просто. Надо их оставить в кадре, чтобы было не скучно. Но в стопочке лежит 4-я GTA. GTA тоже 4-ка. Полное издание для PS3 Complete Edition. Bad Company 1, там Orange Box, 3-я батла. Ну и там пару дисочков чисто для компостера лежат. Так сказать, для антуража поработал. Чтобы вам было что в кадре посмотреть. Говорю, полквартиры, пацаны, заставил, пока все это расставлял. Ну, куда деваться? Надо, чтобы кадр красивый был. Слушайте, вот неплохо было бы сейчас его вздернуть. Первым бы приехал бы и прошел бы. Но мне кажется, что тут сложный поворот, помнит этот. Блять, давай, заходи. А мужик, кстати, мне телек это продал, этот шарп, вообще заебись. Вот и реально, вначале я что-то поплевался, он какой-то грязный был, весь непонятно. Вот, я его, весь протер, он чистенький теперь сияет. Проводочки, все там настроил, картиночку, все шикарно стало. Давай, иди нахер. Да, блять, вообще его не обогнать, пацаны. Сука, смотрите, вот он шарит, да, он мне, подрезает. Давай, здесь мы его вздернем, пацаны. Вообще никак. Горячо, блядь, горячо. Причем, кстати, знаете, круги довольно-таки долгие. Я еще Infest Underground, кстати, скачал. Вот ты говоришь, Геханик с Most Wanted начал играть, ты, значит, первый Underground не играл. У меня здесь и первый Underground, я в него тоже с радостью поиграл бы, 100 лет уже не катал. Блять, да как он меня обгоняет? Слушайте, а вам, кстати, хоть чуть-чуть музыку из игры слышно, пацаны, или вообще никак? Да, приехал первым. Диски для PS3 собирать Игрок, Кузьма, Егор, Гриша, Алекс, Мымра. Мымра 6-м, пацаны, приехал. Вообще прикол, конечно. Так, ну что, давайте дальше. Для меня не слышно. Ну вот я говорю, видишь, мне звук из игры вот никак не вывести, не настроить. Даже не знаю, как сделать. Ящик вот вплотную около меня сидит. У него колонка, причем одна только слева там. Это еще и монозвук у него. Ну, со звуком пацаны что-нибудь придумают со временем. Второй Underground на Xbox Original. Нормально, кстати, это нормально так. Могу вам в кадре геймпадик показать, теперь засунуть. Можете посмотреть на оригинальный PS2 геймпадик. Должно быть вам видно, пацаны. Так, ну что, давайте далее, поехали, попробуем. Слушай, вот этот мерин, у меня, что по бабкам-то вообще? Может, его обновить можно уже или еще, наверное, нельзя? Так, у меня, 2 тонны 200, пацаны, твой счет. Цена обновки, 3 тонны минимум, что-то многовато.
Жалко, что там игру не слышно. Там музыка зачетная. Ну вот я еще чуточку в лимешечке добавил, не знаю, вам, наверное, видно, полосочка снизу бегает. Ну вот я на мобилке смотрю, картиночка такая, ничего, нормально, кстати, выходит, в принципе, при съемке-то. Здорово, Марти, здорово, здорово. Давненько тебя тоже не было. Пацаны, смотрю, вот так на ночь-то решили залететь прям. Подтормаживание какое-то было. Это интересно, дело в эмуле или нет? Слушай, ну сейчас ящик орет, я прям сам себя не слышу. Вам, может быть, хотя бы игру стало слышно, хоть немного. Кстати, да, вот я только что первым приехал, я, походу, первым стартанул теперь. Бля, орет нахуй, пиздец, что-то громко, пацаны. Слушайте, изображение-то какое, не знаю, вот вы как вообще видите, прям настолько четкая картинка, конечно, видно, что графончик уровня PS1, но она четкая картинка. Прям чуть ли не 4К. Покажешь в камеру? Нет, дружище, не буду показываться. Будете на телек смотреть, что себя показывает-то. Если показываться хотите, посмотреть, кто как показывает, надо на OnlyFans, пацаны, заходить. У меня здесь игрульки чисто. Слушайте, я реально впечатлен картиночкой, прям так. От души скажу. Очень четко. А причем даже сначала думал вообще PS1, короче, взять. Вот, но подумал, блин, можно на PS2, в принципе, поиграть. Но мне кажется, вот все-таки из-за эмуляции немножечко как будто просадочка FPS-ка есть. Но не уверен. Так сказать, вопрос экспертам, кто на PS1 гамал. Я уже не помню, как она работала на PS1. Кстати, может кто-то еще из вас подскажет, как мне, ребят, звук одновременно вот с двух микрофонов вывести на комп. Я не знаю, звуковую карту брать, что ли, надо. То, что у меня, в принципе, один ход сзади, один ход спереди у компика. Я и туда и туда подавал звук, и почему-то работал микрофон, вот, с которым я базарю сейчас. Слушайте, трассы такие, на самом деле, да, вот прям в Чернфессе, они вот реально неплохие. Не хуже, чем в пятом, мне кажется, вот на компе. В смысле, что покататься прям интересно. Мне прям по кайфу. Единственное, кстати, что в начале, помню, было некомфортно, что ящик такой маленький, 14 дюймов все-таки как-никак. А сейчас, короче, я играю, думаю, по кайфу, картинка четкая, вообще все выглядит заебись. Прям так, нормально играть. Что ты там пишешь? Музыкой занимаюсь. У меня со студии могу советовать. Слушай, ну давай, да, конечно, с удовольствием. Если можешь, там, может, тебе не сложно, либо лучше на DTF-чики написать, либо мне на почту, либо можешь прям здесь в комментах бахнуть. Может, я говорю, что-то сам недопонял. Ну вот сейчас у меня было подключено два вывода из телека и мой микрофон, и почему-то работает звук только с микрофона. Не знаю. На 100%. Хрена Ярик-то бахнул, кстати, на соточку Сан-Андреас. Там причем, это то есть ты прошел и там миссии с дальнобоями прошел, и скорую, и таксишку, и за ментоза, все подряд прошел. Нормально-то так. Блять. Я еще, короче, себе резик, пацаны, третий раздобыл. На PS1 тоже с переводиком. Silent Hill первый. Тоже, думаю, в них как бы по кайфу буду поиграть, посидеть. И, конечно же, тоже, да, в планах это Гран Туризмо, черт посидеть, покататься так с вами. Надо, кстати, вот обязательно сейчас отсейвиться. Погоняем. Давно, кстати, Сан-Андреас не играли, я вот что думал, поиграл бы в него тоже. Но вот мне теперь охота, короче, только на этом ламповом ящике играть старье. Я, конечно, понимаю, что, ну, может быть, вам картинка не очень, не знаю даже. Но вот Макс Пейнчик еще нам надо пройти, Сан-Андреас. Такие, кстати, круги еще здоровые, на самом деле, довольно-таки долго едешь. Блять. Я прям вообще по кайфу сижу, тут расслабляюсь, ребята. А вы сидите, смотрите, считайте, как гости пришли. Вот я причем сколько в инете смотрел, вообще не видел парней, ну никто, чтоб стримил какое-то вот старье именно с ящика, вот так с ЛТшечки. То есть все в основном реально на платку видеозахвата вводят, я потом думаю, а что это я, короче, буду пацанов обделять. Сам на ЛТ гамму, думаю, надо тоже им показать.
Вам еще флешечку мою видно. Так, ну что, пацаны, почти доехали. Причем в начале первой гонки как-то мне, знаете, трудновато шло, а тут как-то прям вообще уже, не знаю, спокойно. Как-то первым еду. Причем как-то, блядь, поворотники можно включать. Помню, я реально как-то его включал. L2, а, вот, это назад посмотреть, L2. Ой, нифига, он там даже сидит в костюме, что ли, сидит. Прикол, можно посмотреть. И как-то, блядь, поворотники можно включать. Вот не помню как. Стрелками, что ли, блядь. О, прошел, надо же. Собаки какие-то лают. Ну, блин, жалко, что там не слышно было. Мне прям, короче, реально, пацаны, обломно, что вот вам саму игру не послушать. Может, конечно, можно было пробовать с фотика звук захватить как-то, но я не знаю. Потом попробую GTA 3 на 100%. А, это на 71 прошел Сан-Андреас, плохо прочитал. Слушай, ну 71 тоже так неплохо на самом деле. Неплохой такой результат. Троечку тоже, кстати, на соточку-то пройти. Но тройку, мне кажется, попроще. Пацаны, у нас, короче, бабки есть. Вообще можно в менюху выйти, на самом деле. Давайте пройдем еще этот этап, и у нас будет куча бабла, и откроется на следующий турнир. Не знаю даже, что выбрать. То ли тачку обновить, что у нас, скорость. То ли, блядь, на следующую подкопить, я не знаю, пацаны. Давайте бабки пока отложим, попробуем чисто на опыте. Прикольно, что, кстати, даже отражение под тачкой показывается, тоже неплохо выглядит. Здравствуйте, просто огроменный пиздец, там пока круг сделаешь, 100 лет пройдет. Тут интересно, как-то можно бороться с тем, чтобы вообще полоски не бегали по экрану. Вот они периодически пробегают. И все время, кстати, камера сбрасывается, все время вид из глаз включается. Вон они там, где стартуют просто вообще. Кстати, эта трасса тоже кайфово выглядит. Мне охота очень до снежной трассы дойти, до дождя и ночью покататься. Тут еще вроде копы, короче, есть. Да какая GTA 6, дружище? Я тут себе, короче, только телек поставил. У меня только сейчас 99-й год здесь пошел. Но вообще, конечно, GTA 6, смотрите, интересный трейлер будет. Хуясь у меня, блядь, нифига. У них уже, короче, тачки-то, походу, нормально, ребят, протюнячены. Слушайте, а когда не разговариваю, вам вообще хоть чуть-чуть музыку слышно или вообще никак? Может, маленечко? Прям интересно стало. Мне кажется, потом сам стримчик повторе посмотрю, так сказать, чтобы понять, как получше все сделать. Не слышно, Лео говорит. Да, вот звук, пацаны, как бы я ни старался, вот пока никак не бахнуть. Чуть-чуть, говоришь. Я сижу, у меня телек орет, ребят, вообще по жестяку здесь. Вообще, причем, я реально сижу тут, думаю, господи, сейчас соседи, наверное, придут, орет. Едва ли звуки машины слышно. Слушай, но звуки машины слышны уже неплохо. Сам прикол, говорит, что у телека реально я могу, причем звук захватить прямо на выходе с наушников. Я прям провода раскинул, все сделал. И ни хера не было. Конечно, ты можешь сейчас поковыряться, ну, думаю, ладно уж, в другой раз сделаем. Хотя бы картинка нормальная. Можно будет, когда звук нормальный выйду, Silent Hill'чик, ребят, проходить. И резик 3 и 2, думаю, обязательно. Крики Джой, говорит, а у меня Джой прям около микрофона. Давай на стрелки перейду. А, стрелками, кстати, не поворачивались, только аналогом можно, ну-ка. А, вот, перешел на стрел. Нихуя, пацаны, стрелками играть сложнее, там прям как задержка какая-то. Причем прикол, чтобы, короче, на стрелки перейти, нужно нажать, выключить аналог. Это кнопка посередине. Так, необычно прям стрелками играть. Дайте-ка я аналог включу. Блять, перешел на стрелки, называется. Дощелкался.
Просто, блядь, всю гонку слил, четвертым еду. Не знаю, ребята, отыграюсь или нет на самом деле. Хочется турнирчик закончить. Жалко, что они, кстати, вот озвучку саму не перевели. А вот Резик третий, Silent Hill, ребята, у меня там даже озвучка переведена. Вот так, одного сдернул, на бэхе был. Слушайте, а вас что, как вообще картинка не удивляет? Я вот прям реально, когда сел играть, я офигел только, какая она четкая. Мне кажется, даже вообще должно нормально видно, что она дофига четко. Видно, что, конечно, такое, скажем, пиксельное относительно. Ну, как пиксельное, знаете, такой, текстурки видно уровня PS1. Но как раз-таки никакого такого пиксельного месива нету. То есть на ЖК как-то вот реально совершенно по-другому картинка рисуется. У меня такое чувство, что здесь я просто сейчас играю на ЖК, знаете, вот Full HD разрешение. Вот реально, настолько так четко изображение выглядит. То есть не обманывает память, когда мы вот помним по детству, что играли в старые игры на старых консольках, и изображение, в принципе, не мыльное было, глаз не резал, то есть реально все хорошо выглядело. Потому что я когда включил, я реально удивился, подумал, нихуя себе, картинка хорошая. Я вам еще Gran Turismo 4, ребят, не показывал. Там вообще выглядит просто охренеть можно. Я прям даже смотрю, думаю, как такая картинка четко может быть. Причем разрешение здесь вообще только 480i, ребят, даже не пи, вы представляете? Это 240p, я вам больше скажу. PS1, она выводит 240p разрешение, вы прикиньте. То есть магия реально по-другому не сказать. 240p, ну вы как бы знаете, да, что это такое, это просто пиздец. Здесь же, пожалуйста, все отлично выглядит, четко, глаз ничего не режет. Но в следующий раз, говорю, буду разбираться, как звук главное вывести, пацаны. То, что я еду, тут музыку слушаю, кайфую. На самом деле, знаете, вот 4 NFS хоть интересно покататься, но довольно-таки все равно однообразно, когда вот хочешь за раз, так сказать, сесть попроходить, то чувствуешь, вот особенно однотипность тоже проявляется, когда, вот, блядь, второй круг едешь, сука, он огромный еще. Прям одно и то же. Так, ну это пока вроде неплохо догоняем. Не знаю, главное, блядь, столб не собрать. Сука, вторым приехал. Музончик такой хороший, кстати. Да, Телеу тоже. Здорово, тебе не сказал здорово. Егор нас, блядь, ребята, вздернул. Егор первым приехал. Печально, печально. Егорыч нас вздернул. Ну ничего, ничего. Так, ребят, топ-тайм, говорят, получился, между прочим. Это типа сейвится, что ли? Сейчас посмотрим. Ну-ка, end. Как, блядь, в общей таблице я 8-м нахуй могу быть? Все, окей. Первым дали. Егор на 2-м, Кузьма на 3-м. Мымра на 5-м, между прочим. Мымра Гришу обошел, ребят. Можно отсейвиться. Голду, ребят, между прочим, на голду прошли. Вот так вот. Так, надо как-то... Вот, сейвимся, наконец. Так, вот оно, у нас тут место для сейва уже есть. Выбираем. Так, ну что, я так понимаю, короче, мы турнирчик, ребят, прошли, на самом деле, очень даже неплохо. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас там по тачкам есть. Так, обратно надо в турнир. Что за спецусловия, интересно, кстати. Только для обновленных 23 серии BMW на уровне участвует. Господи, надо тачку, походу, менять. Все, пацаны, рассосались со стримчика все. Так, турнир. Так, сразу предлагают далее. А что далее будет? Я ж только что это проходил. Подождите, надо другой, значит, турнир выбрать.
А, вот, региональный клуб гонок. А здесь у нас будут те же трассы или нет? Хоть бы, блядь, не те же, то что это будет издевательство. Ну, по вот этой трассе мы уже ездили. Направление назад, ебать разнообразие. Автодилер. Продай тачку, купи тачку. Что можем купить? Это что у нас? Камара, ребят. 22 куска, кстати, у нас 16 тонн. Кстати, нормальная такая тачка. Firebird, 22 куска, беленькая, между прочим. Неплохо, неплохо. То есть либо Камарыч, либо Firebird. Слушай, ну Камара интересно, кстати. Вот сложно выбрать. Камара такая четкая на самом деле. Причем только американцы. Может, что в американку игра? Ребят, Pontiac, смотрите, у него какая морда-то сильная. Pontiac тоже заманчиво. Сложный выбор. Камара или Pontiac, я даже не знаю, друзья. На PSP я брал Pontiac, давайте здесь для разнообразия мы возьмем Камара. Беленький, хорошо выглядит. Так, купить я его не могу, мне надо сначала забанчить свою тачку. Сначала, конечно, бэшечку свою, мерин сольем. Продать тачку. Так, все, короче, мы мерин слили. У нас 26 тонн, и мы можем взять теперь Камара, ребят. Вот он, беленький, купить. Все отличненько, сейчас мы уберем сразу. Я вот думаю, как бы вам звук бы вывести. Можно, конечно, колонку подтащить поближе. Наушник к микрофону привязать вам. Будет вам слышно, наверное. Параметры. Что в параметрах? Прикольно, можно посмотреть. Понятно, там, короче, всякую инфу рассказывать про тачку. Слушайте, пацаны, ну давайте что, наверное, кружочек сделаем еще, посмотрим. Мотор у него как слышно. Жалко, что вам, конечно, ни хрена, наверное, не слышно было. Так, ну что, пацаны, почему, кажется, все счет? Ну, кстати, такая, чувствуется разница на самом деле. Сейчас, пацаны, дайте на диване развалюсь поудобней. Тут, говорю, тут, блядь, все в проводах еще, нахуй. Сейчас, пацаны, 5 сек. Может быть, даже вам будет чуточку получше слышно. Понял, у меня теперь еще микрофон, блин. Ща, парни, погодите. Здесь сяду почильней, чтобы... Располагаюсь как могу. Блять, сколько проводов. Поближе таскать к ящику, может там что-то слышно будет, пацаны, еще. Когда назад, кстати, едешь, реально ощущение складывается, как будто трасса новая. Вот наебывают, но помогает. Прям интересно, что на самом деле от одной тачки к другой так чувствуется, что физика прям меняется. Я бы сказал даже, что я впечатлен, потому что как-то думал, что он попроще будет. А прям вес, мощь. Мне кажется, знаете, даже физика реально такая довольно-таки качественная, добротная. Прям не сильно аркадная. Ну, не считая, конечно, ударов и аварий. Ни хрена, я только пятым, блядь, еду. Да, чувствую, не дойдем мы сегодня до трассы с дождем или со снегом, да или ночной, чтобы посмотреть. Ну ничего, сейчас с вами покатаюсь, вот эту еще трассу пройду, такой маленький стримчик сделали. Попробую еще со звуком поковыряться. Ай, блядь, словил стену, ёп. Хорошо, что можно селик там респавниться. Подрезал его.
Говнюк. Хотел меня вздернуть. Мое место 5. Интересно, что, знаете, здесь тоже в плане физики тачка вообще никак в занос не пускается. Ну, что-то как-то можно попробовать, но не особо. О, ручником. О, бля, жесть. Не, лучше не пробовать. Его прям начинает в бок нести. Прям очень сильно. Слушайте, ну, кстати, мне кажется, без прокачки тачки она прям... На ней вообще никого не вздернуть. Причем нормально она наваливает, кстати. Так, давайте сюда пробуем. Уф. Срезали маленечко. Вот это место очень красивое, особенно эти деревья такие. Жалко, что на тачке, конечно, отражения нету. Вроде что-то блестит, подсвечивает, но это не отражение, конечно. Самое интересное, что вроде бы здесь как музыка писалась специально для NFS. То есть они не взяли какие-то уже существующие треки существующих исполнителей. Они наняли ребят как раз таки, тот же Диприско, и он реально писал музыку прямо для игры. То есть не было бы игры, не было бы этих треков. Тоже этот подход как раз таки, ну, сейчас уже просто вроде как в играх даже это не делать. Нихуя себе, кстати, реально 6-м еду, прям вообще не обогнать никого. Че, пацаны, есть кто в чате-то живой еще? Знаете, даже чем-то отдаленно Prodigy напоминает, а это не Prodigy. Да, реально прям напоминает. Ну, 90-е, конец 90-х, наверное. Популярный музончик такой был. О, блядь, тормоза какие, пацаны! Мне кажется, из-за эмуляции, наверное. Там вроде это можно пофиксить. Все-таки не на оригинальном железе играем. Но в остальных играх, кстати, такого не замечал ни разу. Есть, Ярик пишет. Чилим пишешь. Красава. Вот я тоже чилю. Мне только, говорю, обидно, что до вас музончик не доходит. С музончиком прям почильнее будет. Блин, только 5-м еду, вообще ни хрена, блин. Да не в стенку, блядь. Физика такая туговатая на самом деле. Ой, заходи, блядь. О! Фу. Говоришь, музон слышно, это от души, это хорошо. Нас вздернул, ребята. Мымра даже, блядь, нас выиграла. Печально, печально. Фу. Ну давайте далее посмотрим, может сейчас что отыграем, еще пока не все потеряно. Блять, опять это та же самая трасса. Да что же за хуйня-то, подними тем же трассам в Германии. Да ездили мы уже здесь, ребят. Вот последняя дорога, видите? Вот это, наверное, новая трасса как раз таки. Ну, поехали, попробуем дорогу. Давайте тачку, кстати, протюнячим, ребят, у нас вроде бабки сейчас есть. 3 тонны, вот, уровень 1. Как раз сразу бах, короче. Уф! Катки золотые. Уф. Горячо, ребят. Это весь тюнинг. Это чисто мой уровень, когда тюнинг тачки заключается чисто в том, чтобы колпачки поставить. Колпаки на колеса там золотые. Ну, заебись. От души, от души. Блин, жалко, что одни и те же трассы пока что. Второй турнир, блядь, уже по одной и той же трассе еду. Ну ладно, хрен с ним. О, пацаны, смотрю, 2 человека подписалось. Ребят, добро пожаловать. Спасибо вам большое, друзья. Не знаю кто, но благодарен вам, друзья. Очень сильно признателен. Ну что, посмотрим, как она на золотых катках себя ведет. Пока разницы никакой. Это на PS1
Слушай, я на PS2 играю, видишь, там флешечка вторая стоит. Она же запускает еще и первую PS, так что вот. Возможно, иногда периодически просадочки FPS именно потому, что эта эмуляция все-таки с PS2 идет. Но в принципе, вроде как картинку она аутентично дает, то есть все оригинальное, без наебов. Думал, говорю, сначала себе плеху брать, но первую, ну там думаю, бля, на вторую поиграю. То, что я все позапускал, в принципе, все нормально работает, без проблем. Отличная эмуляция, никаких не сглаживаний, ничего, то есть все как положено. И думаю, нахер мне в первую брать плеху, можно на вторую поиграть. Кстати, да, Жень, добро пожаловать. Первый раз типа на стримчанском вижу. Слушайте, пацаны, ну сейчас мы четвертыми, короче, идем. Может быть, еще отыграем маленечко. Да, 900 бы собрать, вообще не говорит. Еще вообще круто было. Вон, я, видите, в железо вложился, ребят, купил себе телевизор. Дожил, да че. Второй телек поставил. Повезло реально, что не, как говорится, кинескоп не севший. Посмотрим, как он отслужит. Но я так думаю, вот пытался понять, какого он года. Вот. И мне кажется, что он либо, наверное, с самого начала 2000-х телек, либо самый конец 90-х. Я причем реально по модели в интернете вообще ни хера не нашел. То есть нашел только сервис-мануал. И все, блядь. Ни года производства, ни хуя. Ну, главное, работает нормально, остальное уже не важно. Дай бог ему здоровья, этому телевизору. Ему лет-то, господи, может быть, как мне вообще скоро уже будет. Может быть и нет, кстати. Погоди, ты пишешь, что игра сама на PS2 выходила. Погоди, NFS High Stakes? Брось ты, дружище, не выходил. High Stakes только на первой флешечке был. Я уверен на 101%. Даже так. Если бы она была бы на PS2, я бы поиграл бы с удовольствием. На PS2 выходил Hot Pursuit 2. Может быть, он тебе напомнил его? Вот. На PS2 первый NFS, который вышел, это был вот как раз-таки Hot Pursuit 2. Он был после 5-го NFS. А потом уже Underground и все остальное. А это High Stakes еще вышел на первой флешечке. И 5-й NFS Porsche Unleashed тоже на первой плехе выходил. Но, к сожалению, Porsche Unleashed уже был, ребят... Ну, на PS1 он был унылый. На пекарне там все в порядке. Там прям конкретные трассы, карьера, все супер. Один из моих любимых NFS-ов. А вот на PS1, к сожалению, он вышел такой... Ну, порезали, конкретно порезали. Там другая игра, в общем, даже не порезали, другая игра. Ребят, мы третьими едем, я не знаю, нам бы хотя бы до первой позиции, до второй бы добраться. А вот интересно, когда в туннель, кстати, заезжаешь, то блики показываются нормально так на тачке. Ну, как бы что-то видно. Ну, так вот, ребят. Визуальным эффектом все в порядке. Прикиньте, да, реально, вот игра сейчас работает в 240p. А картинка, ну вот... Поэтому я хотел, кстати, все время, на самом деле, с камеры показать на старом телевизоре картинку. То есть играть не так, что с платы видеозахвата PS2 выводить, то что там картинка полное дерьмище. Ну, как не старайся, как бы видно, что все старое. А так, увидите, как это вижу я вот, как на ЛТ. И это выглядит реально заебись. Вон солнце какое красивое садится. Шикарно выглядит. Вообще не доебешься, реально. Причем я не знаю, как они так сделали. Вот я сейчас сижу, катаюсь. И вот мне просто зашибись, короче. И не скучно, в принципе. Сидишь, катаешься не в напряг. Вон диски золотые на тачку поставили. Вообще отлично. Мельница вдалеке видно. Кстати, дальность прорисовки для PS1 здесь такая, нормальная. То, что ты тот же Silent Hill запускал, там как бы шаг сделал, все, ничего не видишь. А здесь прям нормально так рисуется все. Ну, может быть, то, что это одна из из последних игр на PS1, которая выходила. Блять, как они так быстро догоняют, вообще не понимаю. Вот стоит чуть-чуть где-то просраться, что-то задеть, все. Иди нахер, блядь. Догоняет он меня. Тормозился, лошара. Уф, чуть угол не словил. Горячо, ребят, было. Мне так нравится, что вот тахометр в правом углу показывается. Прям прикольно очень. Он так еще подергивается, знаете, как бы она не то чтобы набирает обороты, чуть поворачиваешь влево-вправо, оборотики начинают
подпроседать. Ай, давай. Фу. Слушайте, в плане управления опасно, очень можно быстро, легко контроль потерять. Блять, как ты догоняешь меня, засранец, куда лезешь? Блин, ну это жестко, реально, вообще. Они реально здесь лютые. Они причем, знаете, вот под конец гонки, вот чувствую, что они вот... У них-то... Сука, прямо... Чуть перед финишем он меня не сдернул. Слушайте, ну... Перед нами только Егорыч с Кузьмой остались. Может быть, хотя бы на бронзу мы вытянем, ребят. Хорошее время круга, сказали мне, между прочим. Ну, общая позиция 4-я, ребят. Вот сейчас еще одна гоночка, да, будет. Там нужно нам наверх подняться хотя бы на одну позицию. Блять, опять... Да, сука, сколько можно одни и те же трассы засовывать, взад-вперед, блядь, ездить по ним. Слушайте, ну, Камарыч хорошо выглядит. Реально красиво, мне прям нравится. Ну что, поехали? Покайфовали, посмотрели. Бля, надо звук, короче, вывести. А то не дело вас оставлять без музона. Может быть, говорю, вам и слышно. Кстати, что вам не сказал, самое интересное. У телека звук моно, у него один динамик, ребят. Но звук, блядь. Я вот реально говорю, прям очень хороший, глубокий, приятный. Я прям впечатлен. То есть я раньше думал, что монозвук дерьмище полное. А по факту, когда колонка хорошая, динамик, то все зашибись. Господи, как он меня так обошел, вообще, блядь, не понимаю. Просто вообще, короче, мгновение. Так, нахуй, давай, пока ты оттормаживаешься. Я еще подумал, знаете, вот из-за того, что сейчас старый телек есть, столько хочется поиграть в разных старых игр, в которые раньше я не играл. Ой, блядь! Потому что раньше я включал, когда на телеке, то просто, ну, блевать тянуло от картинки. Как не настраиваю, как не ковыряю. Вот, например, драйвер 3 у меня так все время работал. У него маленькое разрешение. Underground 2, помню. Silent Hill 4. А теперь можно с удовольствием сидеть проходить. Ну и вам вроде картинка тоже еще норм, прям не нарадуюсь. Блять, 5-м еду, это, кстати, меня очень сильно огорчает. Прикольно, что когда едешь, прям слышно, что птички поют. Прикиньте, да, ребят, 29-й год, блядь, 24 года этой игре. Ой, 99-й год, 24 года игре. Просто охренеть можно вообще. А я в нее играл, помню, ну, наверное, в 2000-м, думаю. Может быть, даже в 99-м. Скорее, в 2000-м. Малой был, помню. Мне прям очень понравилось, помню, реально, когда я в нее поиграл первый раз. Но я не могу вспомнить, я в нее первый раз поиграл на PS1 у своего кореша. Или у него на ПК. У него еще компик был, короче, первый Pentium. Я помню, что она на нем что-то херовато работала довольно-таки. Потом на флешечке первом мне показывал. По-моему, вдвоем даже играли. Экран вот на сплинскрину на двоих разбивался. И мы катались вдвоем. Но я плохо помню, если честно. Помню, что мне понравилось. Причем она мне нравилась ровно до тех пор, пока, блядь, первый драйвер у него дома не появился. Когда у него первый драйвер появился, помню, мы только в него играли. Мы уже потом хер клали на Need for Speed, на Gran Turismo. А потом второй драйвер у него появился. Это просто пиздец был какой-то, ребят. Второй драйвер, это... Я даже не знаю, с чем второй драйвер, блядь, сравнить. Наверное, вот с выходом Сан Андреаса, наверное. Такой же ахуй, помню, у меня был. Здорово, Олег. Блять, поздоровался, отвлекся. Здорово, Олег. Рад тебя читать. Ох, как у меня подтолкнул, блядь. Жесть какая. Слушай, Олег, жив-здоров? Все в порядке?
Видишь, обновочка у меня, техника новая, телевизор все купил. Вместо 4К, так сказать. Блять, вот опасно, кстати, чатик реально посматривать, я понял, сложно и чат смотреть, и играть пытаться, потому что сейчас я из-за этого турнир завалю. Ну ничего, Олег, не беда. Еще одна гонка осталась, если в следующий я первым приеду, то я смогу бронзу получить. Ща поднажму. Знаешь термин резиновая дорога, это когда у противника быстрее машин независимо. Но вот мне кажется, что так и есть. Потому что как я, блядь, не стараюсь, они, сука, меня вздергивают. Можно, конечно, подумать, что у них тачки протюненные, а у меня нет. И, кстати, ДК, здорово, дружище, рад читать тебя и добро пожаловать на каналчик и в чатик. По-моему, тоже тебя первый раз вижу. Но вот термин не слышал резиновая дорога, но вот судя по твоему описанию, так и есть на самом деле. Потому что хер, блядь, их вздернешь некоторых, вот реально. Вот ты, сука, жмешь крест, блядь. Она мне причем прокачана уже тачка, первый уровень. Нихуя не догнать, то есть реально сложно. Но ничего, нам потом еще первый андерграунд проходить, ребят. На плешечке второй. Там мы тоже с вами кайфанем, я думаю. Будем тюнячиться. Если хотите, вместо, так сказать, в качестве бонуса можно сейчас еще и андерграундик первый бахнуть. Сейчас турнир-то, если закончим. Красную музыку не слышно. Мне страйк не влетит. Можно на выходных еще будет постримить. Я думал в Silent Hill с вами поиграть, вот не могу решить. Или в Resident Evil 3, не знаю. Или может что попроще там побегать где-нибудь. С первого скачал дракончика, тоже побегать. Кайфанул бы. Тоже в него, помню, играл на PS1 в свое время. Так, ребят, ну мы пока, короче, третьими идем. Сука, как он догоняет, блядь. У него что, нитро ебаная? Прямо перед финишем. Вот говнюк, блядь. Извиняюсь, ребят, но это реально по жестяку. Я как бы ехал нормально. Просто перед самым финишем меня разъебали. Так, ну что, у нас еще одна гоночка, ребят. Фу. Слушай, неожиданно, пацаны, что в такой поздний час вы подтягиваетесь на стрим. Очень рад видеть и читать, что народ есть на стримчике. Те, кто первый раз залетели, пацаны, это первый раз я делаю стрим на ЛТ-телеке. Так что, если какие-то косячки есть, все поправится. И самое главное, я вам выведу в следующий раз звук. Неважно как, но я его достану. Колонку туда поставлю, микрофон, блядь, не знаю, что угодно, чтобы вам было нормально слышно игру саму. GTA Liberty Stories не было у тебя на канале. Это правда, давно не играли. Liberty Stories. И Vice City Stories тоже думал, не играли. Слушай, ну, кстати, Liberty Stories, если хочешь, можно поиграть будет на самом деле. В субботу, наверное, можно поиграть будет. Давно не играли. Вот, по-моему, по этой трассе мы еще не ездили, ребят. Новая. Будем изучать. Красиво выглядит. Прям цвета такие, деревья оранжевые. Прям вообще кайфуньки. Call of Duty 3. Да, кстати. Причем сейчас у него играть самый топ. На таком телеке, еще на флешечке второй. Кстати, да. Хорошая идея. Слушайте, такие деревья прям оранжевые. Красиво очень. Очень, очень красиво выглядит. Вот здорово, что новая трасса, кстати, открылась. Сложно довольно с этими, блядь, бетонными колоннами посередине. Знаете что, надо было, наверное, тачку чипануть, ой, протюнить перед гонкой. В туннеле какой свет, ребят. Он даже отражается. Господи, как это красиво, только посмотрите. Просто шикарно. Знали бы, как я еще хорошо развалился. Я вот прям сейчас сижу в кресле напротив телека. Вам, правда, из этого не слышно ни хрена. Я прям сейчас сижу, у меня есть, ребят, такой чил вообще просто на вечер. Сейчас с вами покатаюсь, пойду себе, короче, чаечку налью, наверное, на ночь. Перед работой завтра. Сука, хер обгонишь. Вот пятым, блядь, едешь, и только они тебя обгоняют. Кстати, причем я реально редко стримлю гонки. Мне все время интересно, вообще кому-нибудь гонки интересно смотреть или нет. Ну вот просто мне самому очень нравится в гоночке, ох, какие тормоза, в гонки поиграть.
О, можно снести? О, прикол, можно, короче, снести будку. Мне интересно, когда скопы появятся. Они в гонках будут или это отдельный заезд надо включать? Так, Олег, что ты тут пишешь? Ты же мог запустить на эмуляторе посадить эту игру с ПК. Не думал, что он эксклюзив, а почему так? Только гонки и GTA люблю. Слушай, Олег, действительно, я мог бы на эмуляторе поиграть. Ну, ты же знаешь уже немножечко меня, думаю, что мне хочется все время, так сказать, оригинальный, аутентичный опыт. И поэтому я, блядь, притащил этот телевизор ебаный домой, который меня сейчас занимает куча места. Ну как куча места? Приемлемо. 10 килограмм удовольствия, достаточно места занимает, но приемлемо. И плюс я вот сейчас играю на геймпадике с флешечкой. Именно чтобы вот все было, как так сказать, в детстве. Чтобы картинка была, вот как я ее раньше видел, когда малой был. Чтобы графончик был такой, чтобы... Не хотелось на эмуляторе. Вот не мое это на эмуляторах играть. Причем в свое время я играл, пытался тоже на эмуляторах. Но мне как-то вот... Субъективно говорю, но вот интереснее играть вот на оригинальном железе. Знаю, опыт может быть тот же самый, та же игра так же работает, даже лучше может на эмуляторе. Вот мне, блядь, по кайфу как-то так поиграть. Кстати, гонку знатно проебываю, ребят. Еду пятым, а нужно было хотя бы вторым. Кстати, только гонки GTA, вот респектос тебе. Слушай, мне колда 3, я не знал, что это только консольный эксклюзив. Но он причем есть на 360 бокс, а там явно будет лучше, чем выглядит на PS2. Не знаю, мне кажется, может на PS2 интереснее было в какой-нибудь Medal of Honor поиграть. Можно, конечно, и в колду 3 сюда поиграть. Господи, как там красиво садится солнце, ребята, только посмотрите. Просто охренительно. Прям смотришь, и глаз не нарадуется. Давай, поднажимай, блядь. Сука, да как тебя обогнать-то? Вообще невозможно. Я просто, ребят, наваливаю. Но я его, в принципе, поддогнал. Ой, блядь, поворот какой. Сука. Слушайте, реально сложно играть. Мне даже кажется, что первый Underground полегче. Хотя он тоже сильно хардкорный, когда я вообще включил покататься. Я так почувствовал. Там просто очень все быстро происходит. Давай. Догоняем, блять, уже. Прям перед финишем давай двоих, блять, вздерну. Сука, третий приехал, вздернул их, ребят. Ты захотел стать атмосферу Соньку на телеке? Да, Олег, вот именно этого я хотел. Блин, ребят, очень доволен, неожиданно, но получилось третью позицию занять. Сдернули, наконец. А это значит, что на турнире у нас бронза, ребят, все серьезно. Так, общая позиция у нас третьим, да. Чисто после Егора с Кузьмой мы идем, как бы, все нормально. Ну что, ништяк? Да, бронзу. Бронзовый кубок, ребят. Четко все. Блять, не сохранился, ребят. Нажал нет. Так, давайте в настройки зайдем. Где-то, блять, можно сохраняться. Картридж. Перевод, кстати, вообще от души. Настраиваю, говорят. Ну давай, настраивай. В прошлый раз, я помню, очканул, что завис, но это просто подгружает. Так, записать. Не вынимай картриджи из слота, перезаписать. Все, перезаписываем, пацаны. Все, ништяк, сохранились. Ну что, ребят, будем прощаться? Надеюсь, что вам понравилось. Я вот чисто на часик, так сказать, замутил, закатнулся. Можно, если хотите, чтобы в качестве бонуса могу бахнуть кружочек в Need for Speed первом андерграунде, если хотите, если вам интересно. Так, чисто посмотреть, как он выглядит после 4-го инфейсика. Чисто ради интереса, пока гляну еще в следующем турнире. Опять, блядь, те же трассы, нахуй. Да что ж такое-то?
Что, пацаны, прощаемся? Ну, тогда спасибо вам большое. Будем прощаться. Я буду пока решать, как выводить звук. Очень-очень, друзья, я рад тому, что вам понравился стрим. Мне реально очень приятно. Да ладно, Олег, ну что ты не опоздал? Все нормально. Сейчас гляну на дорожку, какие тачки продаются у автодилера. Интересно. Сейчас посмотрим чисто. Мне прям хорошо пошло тоже купить тачку. У нас есть возможность, ребят, Aston Martin взять, между прочим. Это вам, блядь, или Jaguar XKR. Вот это я понимаю, блядь, автопарк. На тебя еще один подписался. Ребят, это просто шикарно. Спасибо, кто подписывается, друзья. Или Бэшечку М5. Уф, Бэху М5. Вот это я хочу, ребят. Вот это надо брать. Вот это просто, блядь, бомбезно. Вишневую еще. Господи, какая она красивая, ребят. Беленькая. Шикарно, шикарно, шикарно. Все, ребят, давайте прощаться. Я буду настраивать звук тогда. Пытаться уводить всеми силами. Встретимся на следующем стриме. Посмотрим, во что поиграем. Вот. Ну, что тогда, наверное. До связи, ребят. Всем счастливо. Пока.